США проиграли в войне, Вашингтон побежден, но триумфатор обещает месть. Кто заставил Трампа отменить вторжение? Путин приказал заполнить улицы дронами. Что происходит и что теперь заставят делать россиян? Разведка раскрыла планы Кремля. Жесткое требование капитуляции. Последствия могут быть катастрофическими. Что выберет командование? Срочное заявление президента. Союзник Путина приказал готовить армию к войне. К чему спешка и против кого собираются воевать? Москва готовит ответ США. Война в космосе началась. Кто ударит первым и куда? Об этих и других самых главных событиях утро воскресенья, 18 января. Спасибо, что вы с нами вместе. Отделяем важное от шума. Я, Алексей Бурлаков. Это «Нехта». Начинаем прямо сейчас. Обстрел атомных электростанций да запросто. Главное управление украинской разведки предупреждает: Россия рассматривает удары по подстанциям, связанным с украинскими АЭС, как инструмент шантажа, чтобы вынудить Киев принять неприемлемые требования. Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства. Речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС. Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы тотально оказались без света и тепла. По данным разведки, к середине января 2025 года Россия уже провела разведку 10 таких объектов критической энергетической инфраструктуры в 9 областях Украины. Параллельно, утверждает ГУР, Москва собирается усиливать запугивание Европы и Запада, чтобы ослабить поддержку Украины, в том числе ее способность отражать воздушные удары по критически важным энергообъектам. Новый аргумент агрессора. Американские чиновники оправдывают действия своего лидера. Белый дом продолжает раскачивать тему Гренландии, теперь с прямым ударом по Дании. Заместитель руководительницы аппарата Белого дома в интервью Fox News заявил, что принадлежность Гренландии Дании нечестна. Остров под датским контролем, а платят за ее безопасность США. И это, по мнению Вашингтона, аргумент в пользу пересмотра статуса. Они не могут контролировать территорию Гренландии. Согласно всем правовым документам, существовавшим в течение 500 лет, чтобы контролировать территорию, нужно быть способным защищать ее, улучшать ее, заселять ее. И Дания провалила все эти требования. Миллер повторил, что остров критически важен для национальных интересов США и напомнил прежнюю формулу: Америка сверхдержава, значит, будет действовать как сверхдержава, включая готовность использовать армию для защиты американских интересов. Ответы на это приходят и из Европы, и тоже довольно однозначные, даже от тех людей, которых можно назвать друзьями Трампа. Джорджия Мелони заявила, что, по ее мнению, США не пойдут на военный сценарий вокруг Гренландии, даже при всей резкости риторики Дональда Трампа. Она считает, что Вашингтон поднял политический вопрос, и решать его будут политически внутри НАТО. НАТО уже зафиксировало в своих документах, что Арктика сегодня является стратегическим регионом. То есть Альянс уже отвечает на существующий политический вызов. Обсуждения должны вестись именно в рамках НАТО, чтобы не действовать хаотично, а понимать логику шагов. Я бы не рассматривала эту тему как нечто раскалывающее отношения с нашими американскими союзниками. Я бы скорее увидела в этом сигнал обеспокоенности США тем, способны ли страны ЕС брать на себя ответственность. Логика Мелони такая: Арктика уже признана стратегической зоной, и вместо захвата или силового давления союзникам нужно усиливать присутствие и ответственность в регионе. Тогда у США будет меньше поводов говорить, что остров не защищен. В самой Гренландии проходят протесты, люди на улицах скандируют «Make America Go Away» и «Yankee Go Home». Тысячные митинги запланированы во всех крупных городах острова. В Италии впервые за долгое время реально ударили по серым схемам вокруг российских портов. В Бриндизи арестовали сухогруз с 33 тысячами тонн черных металлов, который пришел из акватории Черного моря и, как установили проверяющие, загрузился в подсанкционном порту Новороссийск. Схема выглядела как классика обхода. В документах одно, по факту другое. Совместная проверка финансовой полиции и таможни вскрыла дыры и следы подделок, а выгрузка данных из обязательной электронной навигации на крупных судах показала стоянку и операции в Новороссийске с 13 по 16 ноября 2025 года. Вдобавок, транспондер был отключен рядом с портом, похоже, чтобы исчезнуть с радаров и усложнить контроль.
США побеждены. Именно с таким посылом выступил лидер страны, которая, собственно, победила. Странность в том, что США как бы не сильно и воевали, но роль организаторов протестов им уже присвоили в Тегеране. Сворачивать некуда. Кроме того, похоже, верховный духовный лидер Ирана грозится отомстить. Народ Ирана победил США. Американцы, подготовив почву заранее, запустили эту смуту ради более крупных целей, о которых говорили раньше. После той короткой войны несколько месяцев назад, когда народ Ирана победил США и сионистов, сегодня тоже, по милости Божьей, народ Ирана победил США. Но этого недостаточно. Да, мы погасили смуту. США должны ответить. Но гнев толпы аятолла решил направить не против США напрямую, потому что не по зубам, а против так называемого внутреннего врага. Президент США тем временем говорит, что его переубедили бомбить Иран. Причем переубедил его Дональд Трамп. Убедили ли вас арабские и израильские чиновники не наносить удар по Ирану? Никто меня не убеждал, я сам себя убедил. Вчера у них было запланировано более 800 казней через повешение. Никого не повесили, казни отменили. Это сильно повлияло на решение. Президент приказал готовить армию к войне. Старые правила больше не работают, и поэтому стране нужно переписать ключевые документы по безопасности. Президент Узбекистана говорит, что международная обстановка стала жестче, растут региональные конфликты, усиливается гонка вооружений, а дипломатия и международное право теряют влияние. Характер современной войны коренным образом изменился. Тот, кто думает, что сможет победить, опираясь лишь на количество танков, самолетов или солдат, глубоко ошибается. Сегодняшние боевые действия ведутся на основе искусственного интеллекта, цифрового управления, средств нанесения высокоточных ударов на дальние расстояния, кибер- и робототехнологий, а также политико-экономического давления. Еще в Узбекистане собираются работать над срочной службой в армии, превратить ее в социальный лифт, и в целом армия должна преобразиться. Люди заканчиваются, или для людей есть более интересное занятие, вроде войны. Нет, инициатива, конечно, хорошая, использовать больше современных технологий, но если посмотреть, кто именно об этом говорит, возникают вопросы. Следует обеспечить комфортные, удобные условия, чтобы российский бизнес мог наращивать производство как самих беспилотников, так и их элементной базы. То есть делайте гражданские беспилотники, но так, чтобы мы могли запчасти на фронте использовать. К тому же Путин призывает использовать больше беспилотников для доставки и сервиса в быту. Чтобы управлять такими доставщиками, он рекомендует брать на работу так называемых ветеранов СВО, которые, цитирую, успешно громивших технику врага дронами. Я представляю, как они теперь будут громить клиентов доставкой. В России всплыла новая побочка войны в целом и борьбы с дронами в частности. У владельцев машин рядом марок они начали массово превращаться в кирпич. Люди жалуются, что авто внезапно перестают заводиться. И дальше все по классике. Эвакуатор, потом перепрошивка. И это еще без гарантии, что история не повторится. Все это дорого. И все, и глохнет. Просто такая пакость со стороны западных производителей отомстить простым людям, россиянам, за то, что купили у них немецкие машины. Объяснение звучит так. Рядом работают глушилки, они бьют по блокам связи и телематики. Машина воспринимает это как атаку или попытку угона, включает защитный режим и может заглохнуть или заблокироваться. Итог простой. Чем больше вокруг глушилок, тем выше шанс, что умная электроника решит, что вас прямо сейчас угоняют, даже если вы просто пытаетесь поехать за хлебом. Зачем придумывать, если можно украсть и переделать? В Роскосмосе говорят, спутник «Зоркий» запускают в серийное производство. Идея декларируется как дать широкополосную связь там, где наземные сети не добивают, плюс закрыть спрос со стороны беспилотных систем. На деле это аналог Starlink. План по группировке к 2027 году выпустить более 300 аппаратов на орбиту. Параллельно госкорпорация ведет проект низкоорбитальной системы «Рассвет», который делает частная компания «Бюро 1440». По плану к 2030 году хотят иметь 292 действующих спутника, а всего для развертывания вывести 383 аппарата за 24 пуска. Первые пуски будут уже в этом году. Перегнать Маска не получится, но якобы задача заявлена не догнать Маска, а обеспечить стабильный интернет прежде всего для своих территорий и гражданских, и военных.
Менее технологичная, но не менее изобретательная. Ночью надувная армия атаковала Польшу. В воздушное пространство со стороны Беларуси зашли несколько десятков неопознанных объектов. Всю ночь за ними следили военные и гражданские службы, сообщает Бюро национальной безопасности. Как и в случае с событием в ночь с 24 на 25 декабря 2025 года, когда с белорусского направления в польское воздушное пространство влетели 59 объектов, Бюро национальной безопасности не исключает, что мы имеем дело с провокацией под видом контрабанды. Власти просят жителей ориентироваться только на официальные сообщения полиции и пограничной службы. Если кто-то заметит предметы, упаковки или обломки, которые могут быть связаны с этим, не подходить, не трогать и сразу сообщать службам. Где-то за углом Елисейского дворца должен быть припаркован президентский байк. Эммануэль Макрон появился на совещании в солнечных очках после того, как накануне его заметили с покрасневшим кровавым глазом. Елисейский дворец успокаивает: это лопнул сосуд, ничего серьезного. Сам Макрон тоже включил режим шоу, извинился за очки, сказал, что придется носить их какое-то время, и пошутил про глаз тигра как знак решимости. Встреча, кстати, была не про очки, а про будущее Новой Каледонии. В соцсетях, как обычно, понеслось. Начали строить версии вплоть до «ему подбило глаз Брижит». Подтверждения этому нет, только комментарии. К слову, можете добавить своих комментариев. Интересно. И отдельно Брижит Макрон действительно появилась на благотворительном мероприятии «Желтые монеты» в парижском Диснейленде. Там она встречалась с больными детьми и их семьями, и ее сняли на видео за диджейским пультом. Пропагандисты исчезают из эфиров. Соловьев внезапно пропал из привычной телепрограммы. И это сразу пахнет не отпуском, а чем-то куда более нервным. Вместо программы «Вечер с Соловьевым» на «Россия-1» в сетке появился сериал. Утренние эфиры на радио «Комсомольская правда» тоже ведут другие люди. Накануне у Соловьева был скандал из-за слов про возможную спецоперацию в Армении и странах Центральной Азии. Он в эфире назвал Центральную Азию «нашей» и размышлял, что Россия может расширять так называемое СВО в пределах своей зоны влияния. Потеря Армении – вот это гигантская проблема. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния? После этого МИДу пришлось публично отмываться. Захарова отдельно проговаривала, что это мнение журналиста, а официальную линию озвучивают только уполномоченные лица. Посмотрим, как долго главного рупора пропаганды не будет в эфире. А в прошлом выпуске мы рассказывали о том, что в Вашингтоне обсуждают Совет мира по Украине с участием России, о переговорах Украины и США в Майами, а также о состоянии Кадырова, авария с кортежем, летающий госпиталь и версия о госпитализации. Также в выпуске обсуждение ускоренного пути Украины в ЕС, но с критической оговоркой. Дело о взрывных посылках и сенсация с инопланетянами. И на десерт Камчатка под снегом, задержание белорусов в Грузии и 5 лет со дня возвращения Навального в Россию. Если не видели, посмотрите обязательно, а мы с вами встретимся уже вечером.